Друзья, привет! Спасибо, что вы вновь заглянули на мой канал. Меня по-прежнему зовут Юля, я журналист и режиссер, и я переехала в Испанию. Здесь я рассказываю о своей жизни мигранта, журналиста, блогера, женщины за 50, у которой, я надеюсь, впереди много всего интересного. За моей спиной одно из самых живописных мест на побережье Коста-Бланка, пляж Лазенья, и район Лазенья очень живописный. И здесь я решила начать новую рубрику. Она посвящена женщинам, которые в зрелом возрасте переехали в Испанию и состоялись. Каждая состоялась по-своему. Кто-то в бизнесе, кто-то в личной жизни, кто-то в творчестве. Я не знаю, как вам, а мне вот, например, по жизни очень нужна ролевая модель. Это человек, и мужчина, и женщина, которым я восхищаюсь и хочу быть в чем-то на него или на нее похожей. Так вот, героиня этого видео – это жена миллионера. Миллионер – это основатель крупнейшей на Коста-Бланке риэлторской и девелоперской компании «Алегрия» Ян Вайнрух. И с его женой Катей я проведу целый день вместе. И постараюсь получить ответ на извечный женский вопрос – как стать женой миллионера? Но для начала нужно каждый день просыпаться в 5:40 утра. Катя, доброе утро. Доброе утро. Проходи, Юлечка. Я еще в таком пижамном этом, Прекрасно. Как бы не успела. Мы же хотим увидеть закулисье вашей жизни, поэтому очень... Сейчас калитку Спасибо за приглашение. Скажи мне, а привычка так рано вставать, она со временем выработалась или просто необходимость какая-то была? Нет, всегда. Это, наверное, заложилось родителями, я так думаю. Поэтому я в своих детях тоже прививаю такое, чтобы рано лечь, и они, соответственно, сами рано встают. Ну и вообще я за режим, честно говоря. Это организация души и тела, время, биоритмы, в конце концов. Это же тоже немаловажно. Когда твой организм просит есть, это значит, он не будет... Воспитанный организм будет делать это по времени. И это хорошо. Настроенные процессы внутри. Яна приучила к такому? Или он просто... Ян тоже уже привык. Да, как бы так все притирается же за много лет. И все уже в одном ритме живут. Я решила тебе не задавать 155-й раз вопросы про то, как ты познакомилась с Яном, как вы переезжали с места на место, а решила озвучить тебе самые распространенные стереотипы о том, как живет, чем интересуется, чем наполнена жизнь жены миллионера. И давай мы с тобой поиграем в игру «Правда-неправда». Я тебе буду озвучивать эти стереотипы, а ты будешь говорить, правда это или неправда, с какими-то короткими пояснениями. Она вышла замуж только за деньги. Хотела бы, но у меня так не получилось. Я познакомилась с молодым парнем, молодым человеком в Израиле. Он работал тогда, по-моему, развозил заказы в гипермаркете. То есть люди делали доставку на дом, и он был развозчиком этих продуктов. Тяжелый труд в жару 35 градусов и выше иногда. Вот прям такой парень. Это даже не работник в офисе или банковский работник. Это был простой парнишка в шортах, шлепанцах, в майке, мокрый, потому что жара, и тяжелый физический труд. Чем же он так тебе приглянулся? Бедный, потный и еще работающий на плохой работе. Да. Все, что у него было, он, скажем, все было к моим ногам. И не только пустые обещания какие-то, как бывает, не было никаких обещаний. Мы встречались и встречались. Но я чувствовала, что человек ради меня будет делать многое, будет стараться. Соответственно, и я настроилась тоже так. То есть это не была любовь с первого взгляда или выйти замуж за миллионера. Все, красивая картинка. Нет, это был расчет. Ну что, друзья, на часах 6:30. Катя мне начинаем утреннюю зарядку. Кофе, да. И вот Катя делает зарядку. Расскажи мне, пожалуйста, сколько занимает времени эта зарядка, на что она направлена? Зарядка минут 15, наверное, занимает всего лишь. Направлена на лимфодренаж, пробуждение тела и согревание тела
суставная разминка. Это основное. Чтобы все потянуть, растяжка, суставы и согревающее, чтобы я могла окунуться. Так прям с дуру я, конечно, в холодную воду не прыгну, но когда тебе жарко, ты начинаешь уже. Итак, 50 круговых движений руками. Вау, ребята, сколько сейчас градусов на улице? Думаю, +8. Девочки, посмотрите на эту отважную женщину. Вау. Ну и как? Хорошо, как просто. Слушайте, мне уже холодно. Я сразу- Вот так вот. Теперь уже не холодно на улице. Да. Я не скажу, что это тепло, точно не тепло. Но зато теперь вот очень хорошо. Сейчас будет идти тепло по телу. Ага. И обтирание легкое. Да, ребята. А какая у нас температура воды? 9-10. Я там вот висит градусник, мы можем подойти. Но я скажу, я вчера смотрела. Ага. Она постоянно конкурирует с молодыми девушками. Наверное, я сама того не осознавая, все-таки конкурирую, потому что в офисе Яна окружает много прекрасных молодых девушек, и я не знаю, как в его глазах он сравнивает меня или не сравнивает, но я как женщина должна понимать, что он мужчина, его окружают красивые молодые девушки, и это надо понимать и быть не то чтобы осторожной, конечно же, не ревнивой, но не отставать, скажем так, не сдавать своих позиций, быть все-таки всегда на высоте. Есть какие-то приемы, как вообще, ну не то, что забивать на это не надо, ну один из приемов просто хорошо выглядеть, чтобы как-то вот не травить свою жизнь этими сомнениями. Есть приемчики? Ну или какие-то твои установки? Нет, нету. Мне кажется, что такие установки и приемы не нужны, если ты доверяешь человеку. Это прежде всего. Если ты не доверяешь, ты будешь себя постепенно все равно съедать, и никакой прием тебе не поможет. Все хорошие отношения, они всегда основаны на хорошем взаимопонимании и доверии. Только так. Я не могу проконтролировать, что происходит в офисе, да и не хочу это делать. Соответственно, только доверять. Ну, как женщина, держать ухо востро. А Ян ревнивый? Думаю, что да. Но он мягкий по характеру человек, поэтому он не показывает это в резкой форме. Друзья мои, сейчас Катя будет готовить здоровый завтрак. Я, кстати, тоже зожница, поэтому я ее поддержу. Я ей, может быть, чем-то помогу. Ну, как минимум позавтракать. Да, позавтракать точно я ей помогу. Такой едой я еще гостей не угощала. Что слишком Такой сложное. странный, да. Так, что В это у общем, нас? это у нас овсянка. Овсяные хлопья быстрого приготовления. Это закипел бульон, который я детям потом сварю. Сейчас я его уменьшу. Вот. Значит, на двоих мы сыпем овсяночку. Так, это... Овсяное молоко. А почему не цельное коровье? Я не люблю коровье, особенно подогретое. У меня как-то потом в животе, в желудке не очень хорошо. И изжога может быть от нагретого молока. И я всегда думала, на воде совсем пресно и совсем невкусно. И попробовала овсяное молоко. Это получается супер каша. Оно даже похоже на десерт, потому что имеет сладковатый вкус. Да. Добавляем молочка. Ну, так, как всегда, 1 к 2, да? Ну да, я побольше люблю жидкую кашу. И я сыплю, у меня смесь чиа и семена льна. Сейчас тоже разбухнут. И немножко я пересыпала кашки. Ну, сейчас я еще и Яном угощу. Он, кстати, это тоже еще не любит? ел. Нет, я всегда боялась ему это предложить. Он скажет, зачем меня кормишь с утра? Но так как в этот раз получится много, а он уже проснулся от наших разговоров. На камеру ему придется съесть. Ему придется еще и сказать, что вкусно. И почему же ты мне раньше этого не давала? Сейчас, кстати, проверю. Давай. Да. Кать, Я давай позову его сейчас давай позавтракать. мы с тобой
Сейчас поспорим. Да. Если Ян скажет вкусно, почему раньше ты не готовила, на что нам с тобой поспорить? Просто ради прикола. На коробочку Рафаэлло. Во, точно. Да. Значит, Когда мы ее еще себе позволим? Если Ян скажет вкусно, значит, я тебе должна коробочку Рафаэлло. Если не скажет, ты мне. Хорошо. Мы ее вместе потом съедим. Да. А вот и хозяин дома. Доброе утро. Доброе утро. Во сколько вы, Ян, просыпаетесь? Обычно в 7. 7:15. А, ну точно, мы позавтракали, и в 7 утра завтракает Катя, а в 7 утра просыпаетесь вы. Примерно, по-разному. Сегодня раньше встала. У нас сегодня для вас сюрприз, ну, в виде очень необычного завтрака, который вы, как мне Катя сказала, ни разу не пробовали. Да? Да. Супер. Доброе утро, любимая. Попробуешь мой завтрак? С удовольствием. Вкусно. Правда или жене приятно, хотите сказать? Да. Не, Ты конечно, же никогда правда. я тебе такое не предлагала. Никогда. Нет, ну как никогда. Я же овсянку все-таки ел и не один раз. Да. Просто здесь что-то ты добавила такое, Семена. да? Какие? Чиа и семена льна. И это молоко не обычное коровье, а авена. Это овсяное молоко. Овсяное. Ну, очень вкусно. Не чувствуется, что это овсяное молоко. Я думал вообще на воде. Но очень вкусно. Так, я, конечно, рада за вашу семейную идиллию, но я проиграла Рафаэлло. Все, теперь Почему? съедим Рафаэлло с тобой вечером. Ян, какое самое любимое блюдо вашей жены? Самое любимое? Ну, я люблю очень оливье. Что еще? Что еще? Ну, вообще, Катя очень вкусно готовит. Очень вкусно, полезно и быстро. То есть у нас без заморочек готовится обед или ужин за считанные, наверное, там минуты или там полчаса. И всегда это в основном полезно, более-менее полезная кухня. Ну да, полезно. Она ничего не делает и живет только в удовольствиях. Я не отказываю себе в удовольствиях, но я занята целый день, и у меня нет времени особо посидеть, я нахожу время на книгу, но я занята. Весь быт, дом, наше свободное время, дети и, соответственно, мой внешний вид и мое тело, это все занимает время. То есть я в работе. Я особо о доме не забочусь. Это функция супруги Кати. Она поддерживает всегда дом в идеальном состоянии, чистоте и, самое главное, уюте. Потому что это то место, дом, куда нужно и хочется возвращаться. Ребята, посмотрите, какой вид из окон дома семьи Вайнрухов открывается, ребята. Вот рассвет красивый. Яна, специально искали, да, место вот с таким видом? Да, это как-то обязательно. какой-то Хотел момент ресурса такой, да? Да, да. Я люблю очень виды. Вы как визуал. Ну, мне нравится. Я люблю красоту. Ну, больше природную красоту. Не, ну по вашей жене тоже можно понять, что вы любите красоту. Так она ж природная. Конечно, вот, кстати, природная, да, красота. И даже ветер украшает, да? Ой. Ну, я имела в виду, что Сегодня вот сейчас всё. прохладно. Все? Ну, кстати, не очень холодно. Да? Это у вас семья, что ли, каких-то моржей? Ну, мы не моржи, но как-то холод нормально переносим, хотя не любим. Я не люблю зиму, мне тепло нужно. Вот. Ну и желаю вам хорошего дня, рабочего. Спасибо. У нее нет права голоса. Решение принимает он. Это неправда. Мы всегда обсуждаем, особенно важные решения. Часто Ян советуется даже в рабочих моментах, ну, каких-то важных, не в самых простых. Все обсуждается, мы вместе голосуем. А это было всегда? Или как-то вы налаживали способ обсуждения? Как это у вас происходило в течение жизни? Это было всегда. Это было всегда. Я не тоталитарный, не властный, так чтобы вот я сказала и все. Нет, он всегда прислушивается, как мне хочется, как бы я видела. И я тоже, соответственно.
Я, хотя по характеру намного более резкая могу быть, чем Ян, но я научилась тоже учитывать его желания. Я вижу, когда если что-то мне очень хочется, а ему нет, я на это не настаиваю. А вот если непримиримые разногласия, как вы их решаете? Если мне не принципиально, я ухожу в сторону и позволяю мужу сделать, как он хочет. Если принципиально, то, наверное, он видит, что мне принципиально, и тогда соглашается. То есть, может быть, это есть... Мы обходим конфликт. Я бы не назвала даже, когда у нас был последний конфликт. Как-то это все гладко решается. После завтрака каждая уважающая себя женщина начинает наводить марафет. Да. И Катя тоже. Ну что? Я совмещаю два дела. Крашусь, еще смотри, Юль, я стою, видишь, на таких колючках. Это такое вот для всех нервных окончаний штучка такая. И вот я минут 15, получается. Кстати, классная штука. На Амазоне купила. Да, конечно. Амазон рулит. Из чего состоит твой утренний уход? Умывание лица, протирание, наносим витамин С, витамин Е. Это защита, конечно же, 50-ка, она же база для макияжа и уходовый крем. То есть, получается, ты солнцезащиту наносишь всегда? Каждый день, да, и 50-ку. Ну и что? Теперь база тональная, выравнивающая цвет. Я смешиваю два. Сейчас тоже Меркадонна. Мы еще в ней будем, да, с тобой, Юль? В Меркадоне? Да, Катя одна... Вайнрух покупает. Нет, ну тут на самом деле смесь получилась. Одна вот такая более плотная текстура и светлая совсем, а другая вот такая штучка появилась, гранулы. Это которые тональные. Они увлажняют, очень классно ложатся. Цвет сейчас кажется темноватый, но он потом приобретает твой оттенок. И получается как увлажняющий крем. Бывает лень вообще накраситься, привести себя в порядок, или это тоже вот из разряда сделать зарядку? То есть какой-то обязательный ритуал? Скажем. Выбираю второй вариант. Да? Да, это обязательно. Не знаю, не бывает лень. Все, посмотрите на нашу красоту. Ну вот, дневной макияж. Да, сейчас такая красивая Катя пойдет собирать детей в школу. Лисюньки, маленькая моя. Ой, так не хочется вставать, да? Ой, так хорошо в постелечке. Девочка. У нас на завтрак детям. Детский завтрак у нас. Детский завтрак вот. Тоже каша, это гречка. Да. С яичком. Яичко вареное, да. Было два, но одно у нас не удалось. Сегодня сократим порцию. Сделаем одну на двоих. Чему они, наверное, будут рады, потому что дети с утра не очень хотят кушать. Так, соль закончилась. В общем, Катя, ты развеиваешь мой миф о том, что жены миллионеров встают в 12, потом идут на массаж, потом на маникюр, педикюр, потом встречаются с девчонками. Да. А вечером у них какой-то пати. Скажи, это сознательное твое решение? Вот все хозяйство вести и заботу о детях, ну понятно, чисто бытовую заботу о детях, делать все самой. Да, конечно, я делаю это, во-первых, с удовольствием, отношусь к этому не как к какой-то тяжбе, вот раз мне такое выпало. Мне нравится эта работа, это работа, и я прям профессионал в этом деле, я так думаю. Так что вот, сейчас еще огурчик. И все. Только вот детей еще нету. Все уже остывает, а детей нету. Это всегда. Раскачиваются детки долго. Да, знаешь, такой, как не бубен, забыла, как называется, такой колокол на корабле. Да, звени. Да, не звени. Это сейчас я еще тихо с тобой разговариваю. Так-то я, конечно, уже кричу, вы где? И все такое. Так. Удается детей приучать. Но это вообще здоровая пища. Ну, вот они так едят. В основном наши завтраки вот такие. Хлопья я даю по праздникам. Они очень просят, конечно, хлопья, но не по праздникам, а по выходным. Суббота хлопья, а в воскресенье я блины делаю. Это вот все прям. С чем? Любят. Алиса просто без ничего, а Давид сметана с клубникой перетираю, он ест клубника со сметаной туда.
Да, доченька. Спускайся. Ты нашла свои медали? Ну, неси, зайка. Вау, Алиса, чемпионка. Вау, сколько у тебя медалей, какая ты умница. Это самое прошлое. Третье. Это за что? За третье. Это позапрошлое. Мне покажи в камеру. Позапрошлое. Это вторая. Это второе место? Да. Ага. Кто более строгий, мама или папа? Никто, скажет. Никто, брат. Брат более строгий, да? А вот и Давид. Доброе утро. Доброе утро. Завтрак уже стынет. Сажусь. Давид, скажи мне, что твоя мама умеет делать лучше всех? Наверное, готовить, я бы сказал. Готовить. Ну, и, в принципе, любить. Любить? Очень заботливая, да. А кто строгий, мама или папа? Ну, больше мама, Мама наверное. строгая, да? Да. А то есть папа, он редко вас видит и, видимо, это все разрешает, да? Ну, может, да, так сказать. В принципе, так и есть. Дети покупают все, что они хотят. Ну, это мелочи. На большие какие-то растраты они даже не просят деньги. А большие это что имеется в виду? Большие, ну вот, например, дочка не просит у меня iPhone последней модели. И даже вот сейчас у меня появился телефон, предыдущий я отдаю бабушке. Ну, оно по наследству, телефон-то хороший. Но она не просит его, то есть у нее какой-то там старый совсем. Сын мог бы попросить, например, мотоцикл или маленькую машину. Но нет, он пока тоже к этому так... Ну, он вообще очень аккуратно с деньгами обращается. Хотя вот ему сейчас 16 лет, и уже такое время разгуляться начинать. Но нет, он очень аккуратен в тратах. А почему не просит? Просто знает, что родители откажут или что-то другое? Он сказал, что мотоцикл мы как бы не очень согласны, а машину, он сказал, это неоправданно дорого. Второй Ян растет. Да, да. Так, ну все, семья в сборе. Идем я вас проведу. Пока моя принцессулечка, моя самая красивая. Выезжаем. Дети учатся в дорогих престижных школах для элиты. Это верно. Школа английская, кембриджское образование. В нашей зоне это одна из таких двуязычных школ, одна из лучших частных. И да, там, пожалуй, дети многих хороших семей, больших, богатых людей, испанских и других стран, Швеция, Голландия. Это, да, элита, наверное. А занятия ведутся на каком языке? Ой, Все занятия на английском, кроме испанского. прекрасно. Еще у нас есть, мы учим третий язык, либо французский, либо немецкий. Она французский учит, я немецкий. Понятно. То есть Алиса будет блистать во французских салонах, а ты будешь общаться с немецкими партнерами, да? Да. В общем, ваше будущее предрешено. Да. Ты сама же из Минска, да? То есть, Да, я в военном городке прожила всю свою жизнь, пока не уехала в Израиль. Хорошая средиземноморская привычка выпить кофе на море. Да. Многие, кстати, так и делают. Всегда занято. Сейчас чуть попозже еще приходит много людей сюда. Скажи мне, вот эту картинку, просто мы когда с Катей ехали, она рассказала о том, что она визуализирует свои мечты,
И чаще всего они сбываются. Кстати, очень близкая мне история, потому что я тоже люблю визуализировать. Я рисую себе картинку, чтобы четко видеть, чего я хочу. И также я и жизнь свою представляла когда-то в 18-20 лет. А как ты вот вспомни только честно, как Я ты ее помню, нарисовала? это многие мои друзья Да? знают. Я видела мой муж в офисе, я прихожу с одним ребенком, который идет, мальчик. Я в белой рубашке, наверное, Как потому сегодня. что я их очень люблю, да. И у меня вторая девочка на руках. И я Обалдеть. я Это сколько пришла тебе лет было? Мужа навестить в течение дня. Наверное, это было лет 20, я так вот думаю. Как бы даже не 18. То есть вот этот образ, вот такая картинка, она у меня уже очень давно сложилась. И получилось. Поэтому я говорю, всегда надо мечту прорисовывать и четко загадывать свои желания. Ты визуализировала эту картинку? Не именно кофе, но как я занимаюсь или спортом, или йогой на берегу. Да, я так себе рисовала. То есть всегда какая-то картинка была возле моря. Ну, наверное, уже в Израиле, скорее всего, такая картинка появилась. Живя в Минске, вряд ли ты так думаешь о море и визуализируешь себе море. Когда я его видела, наверное, в 8 лет черное. Да. Один раз или два. А почему Израиль? Почему ты решил уехать в Израиль? Ну, это был единственный вариант поменять белорусский паспорт на какой-то международной такой страны. И вот Израиль. Консульство было, школа была в Минске языковая. По бабушке, по папиной линии у нас евреи, и мы, там надо было доказать это еврейство, был очень сложный процесс. И только с 5-го раза мне тогда разрешили, что да, есть в вас кровь еврейская. Я доказала, хотя когда я уже шла, думаю, ой, не верите и не надо, ну и не поеду. А они дали мне добро, и все, и тогда весь процесс уже пошел. А ты всегда была такой упертой, 5 раз подаваться? Это надо, или не знаю, почему? Да. Если вот какая-то цель, к сожалению, мне надо как-то больше этих целей, наверное, ставить. Вот. Но если появляется прям цель, я обязательно этого добиваюсь. Мы знаем, Катя Вайнрух такая красивая, ходит, что-то открывает, с мужем куда-то ездит. В основном же Ян присутствует в публичном пространстве. И вдруг вах! Катя Вайнрух в такой очень откровенной одежде на международном фестивале, на международном конкурсе по бальным танцам. С чего вдруг это появилось? Увлечение танцами, которое закончилось участием в международном конкурсе? Появилась благодаря стечениям обстоятельств и моей давней мечте танцевать, потому что когда-то в детстве я чуть-чуть этим занималась, бальными танцами, но совсем недолго, и всегда мечтала вернуться к этому, но для этого нужен отличный тренер, прям вот хороший тренер, и чтобы тебе было комфортно, и чтобы результат был. И вот так складывались обстоятельства, что я этого тренера нашла. Кажется, у нас скоро появится еще один танцор. Шагаем. И раз. Еще. Второе, третье занятие я поняла, что с нее пылинки сдувать не надо. Она будет работать, она будет пахать. И меня как тренера это очень сильно подстегнуло. Я прям смотрела на нее с самого начала с большими перспективами. Поэтому она сразу зарекомендовала себя как очень целеустремленный человек. Девочка сюда приехала, работает и тренирует нас.
и еще и ставит нам такие цели, ты понимаешь, что это ты не просто ходишь на тренировку, а у тебя есть каждый раз цель. И это здорово, это очень круто, хорошее занятие, тем более оно мне на генетическом уровне где-то дано. Вот Да. спасибо тебе за... Подвела тему. Подвела, да. Вот это большая книга, которая лежит рядом с тобой. Да, вот. Что это за книга? Это книга «Мемуары» моей прабабушки. Она 1890 года рождения. Звали ее Степанида Руднева. Прожила она больше 95 или 7, до 97 лет. Она была основательницей такого необычного инноваторского направления в танце. Это танец импровизация, то есть выражение эмоций и идеи через танец. Она брала курсы у Айсидоры Дункан, была ее ученицей, и основала школу танца «Гептахор», что переводится «7 танцующих женщин». И это также наша фирма официально называется «Гептахор». Вот так почему-то Ян захотел взять это название. Но не почему-то, потому что он тоже гордится этим очень. Ты не обратила внимания, что Ян на тебя по-другому взглянул? Ну, то есть это совершенно такая неожиданная сторона твоей личности. Да, так и произошло. И да, где-то почувствовала какими-то выражениями, фразами. Почувствовала. И даже была удивлена, не думала. Он и так всегда хорошо ко мне относится, но он очень горд. И я рада, что я сделала этот шаг, потому что так надо делать. Тоже показывать своим примером, чего ты можешь достичь и для своих детей, и для своего мужа. Ну что, друзья, посмотрите, как живет Бытовуха. жена миллионера. Теперь да? бытовуха. Теперь бытовуха, да. Кать, ты реально сама покупаешь продукты? Ну, конечно, да. Я сама. просто думала, что у тебя много прислуги. Нет? Нет. Я, кстати, не доверила бы, наверное, покупку продуктов. Я сама люблю этим заниматься. Я же говорю, я занимаюсь не бытовухой, на самом деле, а любимым делом. Угу. Мне нравится и готовить, и покупать продукты, и, конечно же, покупать одежду деткам и мужу. Так что вообще все супер. Ну вот мы с Катей пришли в Меркадону, и хотелось бы посмотреть, какие продукты ты покупаешь, Да. потому что ты же исходишь еще из принципа пользы, Здорового, полезного, питания. Да. И Да. начинаю всегда с овощей. Считаю, что в доме главное, чтобы было в холодильнике, это овощи и фрукты. Берем. Прекрасно. Хурма. Рынок. Вот многие люди ездят на рынок. Да. Пробовала я ездить на рынок. На пятничный. вот Не этот. нравятся мне две вещи. Конечно же, толпа, суета и парковка. И вторая, ты набираешь там больше, чем ты съедаешь. Портится половина продукта. Что ты делаешь с брокколи? Варю. Как правило, ужин. Делаю вареную брокколи, не сильно переваренную. Сыр какой-нибудь типа фета или козий сыр кусочками, оливковое масло, соль, перец, можно какую-то специю. И у меня это полноценное блюдо. Листики. Возьмем листики. Какую ты зелень покупаешь? Смесь я беру. Вот. Руккола и вот канонигос. Ну и авокадо, конечно. Куда же теперь в наше время без авокадо? Скажи мне, а вот, кстати, тут же рядом продается и вот такая гуакамоле. Ты сама делаешь или иногда покупаешь? Я делаю сама. Просто они полежали вилкой, когда разминаются. Это уже идеальная консистенция. Добавляю туда чесночок, лимонный сок, соль, перец. И это прекрасная намазка на хороший кусок зернового хлеба. Детям беру всегда индюшку, стараюсь брать. Я ее тушу в мультиварке, мультиповар. Вкусно получается на 2 дня с разным гарниром. А что Ян какое мясо любит? Ян всеядный, он любит все. Оказывается, даже овсяную кашу. Теперь я его закормлю. Да. С меня Рафаэла, я помню. Да, свинину мы не едим. Вот говядина – это кусочки, которые я могу или в аэрогриль, или дети на сковородке иногда поджарю. Тоже с салатиком они едят.
А как часто ты ходишь в магазин? 2 раза в неделю, наверное. То есть... Да, потому что закупаться намного, это надо замораживать, а я предпочитаю, в принципе, время я всегда могу выкроить на это, и я свежее покупаю. В нулевой зоне это все хорошо хранится. Суп варю, всегда беру говядину с косточкой. Ну, как говорят на все последние исследования, нам нужен этот вывар говяжий. Да, Вот. да. Детям... Это как коллаген, который Коллаген, пьют, да, это в косточке, да. Да. А дорадо у нас дорадо. Ну, то есть какая рыба на вашем столе? Дорадо, любина и лосось вот этот кусочками беру. Кстати, а что с молочкой, расскажи мне? Молочку я покупаю только йогурты детям на завтрак. На завтрак иногда они там на ужин что-то съедают. Но сами мы не едим. Только покупаю греческий вместо сметаны, кстати. Да, Сметану греческий я давно, йогурт. да, здесь очень неплохого качества греческий йогурт. Не обязательно меркадоновский, бывают другие. И все, и сметану уже, наверное, 2 года я не покупаю. А ты пила сидр? Нет. Испанский? Нет. Это делается в Астурии, сидр, из яблок. То есть французский тоже сидр есть, тоже яблочный, но он сладковатый. Здесь сидр чисто такой кислинка, яблоко. Ферментированное, между прочим, даже полезно для пищеварения. То есть у кого там с кишечником что-то такое, оно неплохо, как квашеная капуста, сок от квашеной капусты. Надо же. Ферментированное. Он ферментирует, то есть там как сахара нет. камбуча, да. Ага. И вот, здесь только с алкоголем, конечно же. А что, сидр без алкоголя? Нет, не может бывает. быть? Ну, может, безалкогольный есть, да, но это уже не сидр, наверное, все-таки. Ага. А вот это вот сидр, вот они все астурийские. Это все прям вот, ребят, Это я всё даже из не яблока. знала. Можно попробовать Да, в плане сколько того, здесь что сидров астурийских. Кто-то не любит пиво, девушки многие не пьют пиво, а что-нибудь не крепкое, это 4 градуса, вот, пожалуйста, сидр. Еще и полезно. Там все-таки эти Ну, антиоксиданты. самое главное, сахара нет. Сахара нет. Да, да. Прекрасная жизнь средиземноморского жителя. Который, кстати, надо уметь жить. Идем с Катей. Катя говорит о том, что, оказывается, дома на первой линии, в смысле, землю на первой линии покупают не только для того, чтобы строить Да, дом. а вот курей тоже можно разводить на первой линии моря. Это самые элитные курочки нашего района. Обалдеть. Здесь Интересно. они прям вот пасутся. Сейчас, может, и не видно, холодно, может, они прячутся. Нет, ребят, видно. Видно? Сейчас мы снимем. Это большая территория для курочек. Слушайте, наверное, это очень прибыльно, если первая линия у моря, куры дышат морским воздухом. Интересно, яйца какие. Да, йодированные. Соленой рыбы отдают. Слушай, Кать, и знаешь, можно же делать и маркетинг. Наши куры выросли у Да. моря. Элитное средиземноморское яйцо. Она живет в большом доме с прислугой. Правда. О-ля-ля, наконец-то! Да. Я живу в большом достаточно доме, но это не прислуга, это помощник по дому, мой близкий друг уже. И она приходит 3 раза в неделю. Ну, убраться, я так понимаю. Убраться, да, Навести- только уборка. Уборка, но это не только уборка. Это чистота и хорошая энергетика в доме, потому что она следит за всем, чтобы должно было быть хорошо. А, кстати, прислуга, это, да, у меня тоже Слово такое. Слово не очень, Не немножко унизительное, да? Помощница по хозяйству. Когда в вашей жизни появилась помощница по хозяйству? 9 лет назад, когда родилась дочка. Тогда мы взяли ее как няню. Она очень помогала мне растить малышку, чтобы мы могли... Все-таки поездок много, и конференции у мужа, и еще в путешествия. И она оставалась с малышкой, и настолько я могу доверять и быть спокойной, что это дорогого стоит.
И самый мой любимый формат называется «Рум-тур». Рум-тур. Катя покажет самые интересные места. Любимые. Самые любимые. И есть очень много симпатичных лайфхаков, о которых Катя тоже расскажет. Мне они показались очень интересными. Да, начнем с входной группы. Вот это да, вот это, ребята. А можно там свет включить, да? А он сейчас должен загореться. Он сам загорается. Что это? Это вот такая барное хранилище, скажем так, алкогольных напитков, потому что Яну всегда дарили очень много бутылок, привозили разных стран. И у нас это все стояло в какой-то полке, которая уже прогнулась в старой квартире под весом бутылок. И когда мы планировали дом, я говорю, так, вот у нас здесь пространство под лестницей будет, какое-то вот его надо сделать, что-нибудь. И вот ребята из Одессы, прекрасные мастера своего дела, сделали, замерили, и все это дистанционно приехали, здесь собрали. Вот такая получилась винотека. Ой, мое любимое место в вашем доме. Вообще, да, и мое тоже. На самом деле, все, что сделано на улице, вот, ну и внутри тоже, но здесь мне особенно все нравится. Настолько компактно, зоны распределены. Здесь посидеть, здесь полежать, там посидеть с бокалом, там подушки просто сейчас убраны. Ага. Вот здесь вот зона такая, лаунж. Вот такие две скамеечки, посередине столик ставится и подушечки. И вот вид, сюда конечно, мы проходим, обалденный. и вид, конечно. А вот эта история, это тоже решение твое, да? Озеленить таким манером? Да, это у меня уже тут вот свой чай растет. Я Даже делаю, чай? Ну, потому что я смешиваю мяту, тимьян, он же чабрец, оказывается, я это недавно узнала, что это одно и то же, и розмарин. Все это смешивается, и получается прекрасный травяной чай. Вот это такая замечательная штука, Кстати, тоже что это приехала. такое? Это тандыр. В нем делается вкуснейшее Обалдеть. мясо, но из-за того, что это все очень долго разжигается, это целый процесс. Поэтому пользовались только один раз. В принципе, это дизайнерская штука, я бы сказала, для украшения. Да, но я что-то тоже думала, что это так, для украшения вазы. Нет, вообще-то это можно что делать за домик мясо. такой? А это вот наша зона барбекю, Ух ты! То есть вы ее посиделки. Она вся летом открывается полностью. но зимой тоже И получается? зимой Раз все вы- можно открыть, конечно. Зимой мы просто не откроем, холодно. Мгм. Вот. Вау, И здесь вот красота. такая вот зона. Посидеть, покушать, выпить. Ой, сколько всего. И здесь уже барбекю, которым пользуются постоянно. Это уже газовое. уже попроще, быстрее Да. все. Но я туда сыплю щепочки комбинированные, то есть щепки дымят, и получается все так же, как на огне, как на углях. Прекрасно. На самом деле все легко и легко убирается. Вот, ребята, Вот такая зона прекрасная. красота. А сейчас, ребята, мы пойдем еще одно красивое местечко. Мгм. Спа-местечко. Сюда Такое-то спустимся. как также Да. барбекю это тоже отчасти спа. Можно сказать, расслабление. А сколько ты ходишь по лестницам? Много в течение Ой, дня? получается много. С непривычки, конечно, первое время я просто не знала, как же так организовать этот быт, чтобы все-таки на одном этаже было все. Но со временем получилось. Основные вещи все получились. Такой Сейчас я включу свет. Ух ты! Вау, ребят, это мы вниз спустились. Да, здесь тоже все. Вот открываются окна. Опять же умный дом. Это... Догадаюсь, с третьего раза. Похоже на зону отдыха, где всегда присутствует баня. Да, 2 раза или 3 даже в неделю мы обязательно ходим или в хамам, или в сауну. Ага. Вот, там уже по желанию. Здесь еще караоке у нас. Алисия очень любит петь. Ага. Она еще на вокал ходит, и у нее очень хорошо получается. Ну, а мы ей помогаем уже. Да. И вот Давай здесь вот, Юля, у нас хамам, и Вау. можешь посмотреть. Можно заходить? Да. Выходи. Так, это у нас... Это финская. это финская. Да. Сейчас мы включу там. А что, кстати, больше нравится? Финская или хамам? Или все зависит от Ой, так состояния? по-разному, и состояние после них разное. Ой, хамам. Хамамчик, да. И в каких случаях ты ходишь в сауну, а в каких хамам? Ну вот просто, или от состояния зависит от настроения. Если очень сильно прям прогреться, то это финская. А если, чтобы для расслабления, просто полежать и сон крепкий, это хамам. Когда мы купили этот участок, Ян привозит меня первый раз, я поняла, что возле моря.
Маленький участок, заросший весь кустами, стоит маленький домик, лачуга разваленная, можно вот так вот какие-то деревяшки отодвинуть, посмотреть. Ну, там просто, наверное, 60-х годов какая-то построечка одноэтажная. И я еще говорю, ой, участок такой маленький, как можно здесь что-то выстроить? И он говорит, ну как маленький, сейчас вот увидишь, сейчас все расчистим. Но даже когда расчистили, я не могла поверить, что это будет вот так вот объемно, но в то же время ничего лишнего. Дом не такой громоздкий, за которым надо тяжело ухаживать, вот это все. И получился вот такой дом. И до сих пор я удивляюсь, как вот на том квадратике маленьком заросшем выросла такая вот дом с Но он участком. просторный, это получается здесь... А сколько здесь? Ну, кабинет я увидела, а сколько спален? 3 и 1 гостевая, 4 спальни, кабинет, вот так. Ну, то есть, получается, ничего лишнего, Ничего да? лишнего, да, и все есть. Проходи, да. Это я чуть Да, запуталась. Вот. это же вот наша Так, спальня, ладно, и здесь же вот эта открытая ванна. Да, вот, ребята, я, значит, когда снимала Катин макияж, утренний мейкап, я, получается, сидела в этой ванной, а потом обнаружила, что здесь рядом душевая. Но что меня удивило? Меня удивило, что нету ни шторы, ни какого-то стекла. И я спросила Катю, как это так? Да, благодаря тому, что пространство большое и душ отодвинут ближе туда, капли не попадают. И хотели по задумке и по проекту было стекло. И я Яну говорю, не делай, это так красиво, когда все открыто, давай попробуем. Если не будет брызгать, оставляем так. Если будет брызгать, всегда успеем поставить. И да, действительно, Да, ничего не капает, не брызгает. А потом, представляете, принимаешь душ или принимаешь ванну с таким видом. Он сейчас немножко закрыт, но на самом деле это тоже еще одно удовольствие. Я теперь понимаю, почему, Катя, ты не ходишь к морю. У тебя оно у тебя каждый день. Да, именно поэтому. У нее фальшивые друзья, все хотят попасть в круг мужа. Это неправда, потому что у меня интуитивное чутье на людей присутствует. Я тоже очень рада, что так есть. Я людей чувствую. И поэтому фальшь в отношениях я бы сразу распознала. Ну, кстати, мне показалось, что, я говорю, это чисто такое внешнее, это поверхностное мнение, но Ян довольно-таки закрытый человек, он такой все в себе, а ты, наоборот, человек как бы вовне настроенный. То есть ты как-то так, ты трогаешь внешнюю среду. И в этом плане вы очень хорошо друг друга дополняете. То есть тебя можно вообще в качестве психолога брать на переговоры и говорить, верить этому человеку или не верить. Ян так и делает, обращается вот всегда, когда новые знакомства важные должны пройти, встреча, принять важное решение, зависимое от другого человека. Он всегда меня берет, просит сопровождать, потому что знает, что есть у меня интуитивное такое вот чувство. И он в это верит. И он в это верит, но оно работает. Просто он бы просто так не верил, он видел, что так оно и есть, как я говорю. Ты давно живешь с Яном, и понятно, что отношения ваши там от страсти перешли в какую-то другую стадию. Вот это любовь вот сейчас, что между вами, или это как-то по-другому называется? Вот мне кажется, как раз именно это и есть любовь. Когда ты уже прошел разные этапы вашей семейной жизни, были разные моменты, ушла там влюбленность, первые страсти утихли, первые, и еще какие-то кризисы переходные в семье. Как раз сейчас, когда ты уже все знаешь про человека, прошел с ним все пути, тогда и есть, вот это называется любовь. Ну, друзья мои, финальные слова я все-таки хотела записать вместе с Катей рядом. Я готовилась к интервью с Катей и прочитала очень много литературы про то, какими качествами должна обладать жена миллионера, чтобы взрастить богатого и успешного мужа. Ну, жена сначала обычного мужчины, а потом уже миллионера. Так вот, там много, конечно, было всяких качеств, но одно из них мне запомнилось, и мне это как бы откликнулось. Одно из качеств было создать безопасную и очень творческую, созидательную атмосферу в доме, чтобы у мужчины было желание творить, достигать, работать, и вообще было желание жить, получать удовольствие. Да, все правильно. Так вот, рядом с Катей
вот мы с ней 2 дня снимали, 3 даже, потому что один раз у нас не состоялась съемка. Рядом с Катей, находясь, я чувствую, знаете, хочется мне что-то потворить, вот что-то этакое сделать. Это признак того, что человек излучает такую очень позитивную творческую энергию, которая заряжает, может быть, сама она это и не делает, но каким-то странным, фантастическим образом заряжает пространство вокруг себя и людей, которые в этом пространстве находятся. И мне кажется, все-таки это главный секрет вот твоего этого качества создавать, взращивать, ну, мужчина еще хороший, но взращивать хорошего мужчину и успешного, который любит тебя и любит исполнять твои желания. Спасибо, Юль. Для меня это действительно хороший комплимент. Мне нравится, когда делишься хорошей энергией. Обращайтесь. О, обязательно. Да, и вот мы тут, да, и, кстати, продолжая к «обращайтесь», мы даже по дороге ходили, записывали много всяких рилсов. Вот, поэтому реально Катя, она муза. Катя, ты муза. Хорошее имя. Да. Я согласна. Ну что, друзья, за сим я с вами прощаюсь. Ой, Катя, я забыла одну штуку. Катя, ты помнишь, да? Я проиграла спор Кате. Мы спорили на то, что если Ян похвалит Катину ЗОЖ-кашу, которую он ел в первый раз, то... Катя будет есть не ЗОЖ-конфеты. Да, так что, Катя, проверю. Съела ли я? Ладно, я съем, конечно. Дети помогут. Да, я думаю, вы справитесь. Да, это вкусненькие конфеты. Вот. Ну что, друзья, мы с вами прощаемся. Не забудьте подписаться, поделиться со своими друзьями и нажать на колокольчик, потому что впереди будет много интересных видео с не менее интересными людьми. Ну, за сим я с вами прощаюсь. Всех целую, ваша Юля. И Катя.